Всем большой привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! И сегодня мы вам расскажем, как купить квартиру в Турции. С нами Карина. И сегодня она нам покажет две квартиры и ответит на мои вопросы, которые касаются процесса покупки недвижимости в Турции. Так, где мы находимся, что мы сегодня будем смотреть? Всем привет еще раз! Мы находимся в городе Алания, район Кестель. Это один из самых уникальных районов, в котором идут застройки, обратите внимание, 5-6-этажные здания. То есть буквально через несколько километров будет следующий район Махмутлар, всем известный, потому что там очень много живет русскоговорящих жителей, а там уже район многонаселенный, там и 10, и 12-этажные здания. Это не самый, я вам скажу, дешевый район в городе Алания, но он уникальный тем, что он весь находится очень близко к морю, буквально 150-200 метров от моря. И посмотрите назад, здесь находятся горы, с другой стороны море, и вот такие невысотные здания. Всегда свежий воздух, и здесь всегда немножко попрохладней. Сколько до моря? Именно в этом комплексе, в котором мы находимся, 150 метров до моря. 150 метров, отлично. Я хочу, чтобы ты показала инфраструктуру комплекса, ну и потом поднимемся в квартиру. С удовольствием покажу. Сам комплекс состоит из 5 блоков по 5 этажей. Посмотрите, какая зеленая территория. Комплексу всего 3 года, но все растет, цветет, все прекрасно и замечательно. 2 бассейна открытых. Это детский бассейн для малышек. И вот такой бассейн с шикарными горками. Горки – это, наверное, самое любимое развлечение наших посетителей, наших жильцов и детей. Лежаки, зонтики, все это предусмотрено. Всем этим могут пользоваться жители этого комплекса абсолютно бесплатно. В общем, все предусмотрено для шикарной жизни и удобства. Пойдемте дальше. Пойдем. Проходите, пожалуйста. Обратите внимание, здесь у нас ресторанные зоны комплекса. Здесь жители могут отдыхать. Также всем двором, если дружный комплекс, здесь проводят вместе всякие мероприятия, Новый год. Ну и также, если вы не хотите дома заморачиваться, например, кушать, готовить, вы можете спуститься вниз в бар, заказать еду, вам с удовольствием приготовят, и вы можете покушать именно вот на этой территории. Единственное, что она в основном работает в зимний, период в осенний, когда попрохладнее. Летом уже люди кушают вот такой территории под навесом. Поняла. Смотрим дальше. Это у нас самая любимая территория для наших деток, и для родителей с детьми, которые приходят в комплекс, вниз спускаются отдохнуть. Это зона отдыха, это у нас развлечения для взрослых людей, сами понимаете, бильярд. Вот такие приставочки есть для детей, можно поиграть, автоматы. И можете посмотреть, теннисный стол, и вот такая зона, там уже малышки играют совсем. Такие просторы. Да, здесь очень удобно, все продумано. В общем, это у нас зона для отдыха наших жильцов. Кстати, это очень удобно, потому что сами по себе жильцы, за счет вот таких зон очень дружно живут в этом комплексе и много проводят время вместе. Красиво. А вот зимой здесь также зелено? Да, самая холодная температура, например, этой зимой была плюс 17. Плюс 17. Да, соответственно, все цветы это, вот это все остается, все зелено, за всем это ухаживает. Смотрите, обратите внимание, в этом комплексе есть вот такая детская площадка, все продумано, сделанный прорезиненный пол. И обратите внимание, как интересно, что здесь зона барбекю, посмотрите, все, мраморные столешницы, водичка, все есть, для этого все удобно. То есть взрослые, например, занимаются, жарят шашлык, барбекю. Нет. И это все для жителей этого комплекса. Все это абсолютно бесплатно. Это так и называется инфраструктура, чтобы вам было жить комфортно и удобно. Вы занимаетесь готовкой, допустим, с соседями шашлычка или барбекю, и ваши детки играют под присмотром. Посмотрите, как все они продумали. Прикольно, да, все очень помыть, удобно, нарезать. все удобно, да. И вот уже когда все приготовили, покушать, здесь присаживаемся и все мероприятия проводим все вместе. Пойдемте дальше. Для любителей, кто любит у нас позаниматься спортом, есть вот такая зона, вы можете позаниматься здесь и теннисом большим, также сделано кольцо баскетбольное, и можете позаниматься баскетболом. В общем, это зона, кто любит спорт. Обратите внимание, какие у нас апельсинки здесь, вот они сейчас зеленые, а сейчас буквально зимой это все будет вот такие шарики оранжевые висеть, очень ярко, красиво.
Значит, это тоже жемчужина нашего комплекса, так сказать. Значит, здесь есть небольшой спортзал. Да, он может быть не сильно большой, но это очень удобно, что не надо... Большой. Да, ну, это очень удобно, что не надо квартиру заставлять там беговыми дорожками там, или велосипедами. У вас есть желание позаниматься спортом, или вы там периодически занимаетесь, вы спустились, позанимались с удовольствием, за это платить ничего не надо, вы являетесь жителем этого комплекса, и спокойненько пошли, например, домой. А лучше даже не пойти домой, а пойдемте, я скажу, куда пройти. Ну, кто у нас в Турцию, когда приезжает, не сходит в хамам? Это грех. У нас свой собственный хамам, замечательный, в этом комплексе. Смотрите. Вот когда мы ходили, это еще он не работал, света не было, а сейчас посмотрите. Да, все включено, все замечательно. Да. Это тоже, я подчеркиваю, что для жителей комплекса абсолютно бесплатно. Вы приходите, вы можете попариться в хамаме. Обратите внимание, он сделан из голубого мрамора. Это очень важно, потому что именно голубой мрамор, он считается в Турции, что он лечит, вот всякие боли снимает, да, болевые пороки, то есть все. Это очень красиво и очень здорово, да. И есть вот такие небольшие приватные хамамчики, если так можно назвать, маленькие. Да, ну это если вы своей семьей хотите индивидуально попариться, там, с детками, то есть можно вот отдельно. Тоже очень удобно, здорово. Красиво, да. Очень красиво. Далее, смотрите, у нас есть сауна. Вот такая парилочка, она работает круглосуточно, вы можете прийти, включить ее, попариться. Сами можем прийти? Сами, пожалуйста, приходите, вот все включается, все включили, попарились. И очень мне нравится вот эта комната, это есть не во всех комплексах. Вот расскажи про нее. Это солевая комната, у меня у самой 3 детей, и все мы знаем, когда есть детки, они периодически болеют, и мы стараемся их быстрее на ноги поставить. Эта комната очень важна для тех деток, которые кашляют, которые бронхи забиты. То есть солевая комната, она обшита полностью солью, и пол солевой, и стены, и детки приходят, дышат, очень хорошо помогает, быстро восстанавливает детей. Ну, это вот такая фишечка, так сказать, этого комплекса. Тоже прикольно, я первый удобно. раз вижу в комплексе вот такую комнату. Это очень удобно. Ну, здесь, соответственно, душевые кабинки, и пойдемте дальше. А вот скажи, когда здесь наплыв туристов, высокий сезон, потому что сейчас сезон уже идет на спад, да. Здесь нет очередей, нет такого, нет, что нет, очередей хамам нет. не пробьешься? Нет, очередей нет, всегда все ровно, всегда на всех мест хватает. А вот с этой стороны, Саш, посмотри, здесь зимний бассейн. То есть у нас получается в этом комплексе сейчас где-то в середине ноября сольют воду, помоют открытые бассейны, и будет генеральная уборка в зимнем бассейне. Здесь теплый пол, теплая вода с подогревом. И уже будут жители этого комплекса или арендаторы, или сами хозяева комплекса уже будут купаться в зимнем бассейне. Очень удобно. Понятно. И там было написано еще массаж. Кто здесь делает массаж и да, какие цены? Смотрите, значит, здесь дальше пойдемте. Чего тут только у них нет, всего просто все, да, подготовлено. Вот такие массажные комнаты, обратите внимание, в комплексе есть вот такие массажные комнаты, их несколько штук. Значит, вы можете ими как воспользоваться, либо сами можете воспользоваться, если вы можете там друг другу массаж, грубо говоря, сделать, либо можете, мы вызываем, у нас тут тайки живут в Турции, да, в Алании, да, ваши знакомые, близко вам девочки, вот, они живут здесь, работают, ну, естественно, занимаются массажем, мы им звоним, они сюда приезжают, это стоит 100 лир, ну, на сегодняшний день это около 1000 рублей, 2 часа массажа, привозят камни, нагревают эти камни, в общем, очень круто, масла, маски на лицо, релакс, чаек зеленый, ну, то есть вот так вот. Есть вот в таком стиле массажная комната. Ого. Так что можете пользоваться, если вы являетесь жителем этого комплекса, то, пожалуйста, можете пользоваться. Очень важно, когда строительная компания сдает комплекс, и обслуживание комплекса оставляет за собой. То есть, если вы будете приобретать недвижимость в Турции, ну, в Алании конкретно, то обязательно вы должны учесть этот момент. Это очень важно, потому что строительная компания, она никогда не позволит, чтобы было грязно или какие-то там проблемы с жильцами. Это их лицо. Они обязательно будут следить, ну, чтобы было все идеально. Мы вообще сами аланийцы, те люди, которые живут в Алании, очень любим этот сезон, потому что здесь меньше народа, здесь, во-первых, цены падают в Алании на всякие туристические развлечения, в комплексе всегда свободных мест очень много. Ну вот на сегодняшний день, например, вода 28 градусов.
Да, Кайф. очень тепло и хорошо. Вот детки купаются у нас. Да, комплекс не так загружен, но люди все равно отдыхают. Очень много людей уезжают, у которых дети идут в школу. В сентябрь школы. И вот эта вот группа туристов, у которых маленькие детки, они, естественно, уезжают. Но к нам приезжают сюда очень много людей из Европы. И приезжают уже более взрослые люди, которые, допустим, не привязаны к детям. И поэтому отдых такой получается. Смотри, если здесь арендовать квартиру, за какой период нужно ее бронировать? Бронировать вы можете хотя бы за недели-две. Недельки за 2, да, вы можете с нами связаться, забронировать квартиру, потому что сейчас есть выбор с видами на бассейн, с видом на море, на горы. Все это мы проговариваем, присылаете небольшую предоплату и приезжайте, мы вас встречаем. Мы можем за вами трансфер также прислать, вас сопроводить. Слушай, а в высокий сезон, вот июль, август? Высокий сезон, я хочу сразу, очень хороший свет вопрос от тебя, потому что в этом году у нас была резервация с февраля месяца. Вот. Это очень важно, потому что вы должны понимать, что когда люди нам некоторые звонят и говорят, в мае можно ли зарезервировать там на июль и на июнь, не рано ли мы вам позвонили? Мы объясняем, что с февраля месяца уже идет резервация. Так что учтите это, пожалуйста, и милости просим. Первое, что хочется отметить, это чистота подъездов, очень красивая отделка, плитка. И смотрите, здесь есть еще вот такое вот пространство, где можно хранить свои личные вещи, коляски, какие-то вещи для бассейна, чтобы не захламлять ими квартиру. Так, ну что, заходим? Да, я готова. Та-дам! Всегда ответственный момент. Что там, что там? Вау! Пожалуйста, проходите. Не надо разуваться здесь. Это квартира шоурум. Очень удобно всегда в Турции застройщик, уважающий себя застройщик, когда дом строит, обязательно делает одни-двое апартаментов в шоурум. Это очень удобно для того, чтобы люди могли прийти и посмотреть, как эти апартаменты будут выглядеть уже с мебелью. Согласна, это очень полностью. удобно. Смотрите, любые апартаменты в Алании сдаются, то есть если вам будут говорить, что это вот некая фишка этой строительной компании, это неправда. Любые апартаменты сдаются вот с такими встроенными кухнями и с мебелью в санузле встроенной. Еще я знаю, что при покупке у вас квартиры вы дарите 5 единиц техники. Да, это правда, мы дарим 5 единиц техники, и еще у нас всегда есть акция, но она практически у нас всегда бывает в нашей компании Summer Home, бесплатный перелет и проживание, это именно для тех людей, которые хотят приобрести недвижимость в городе Алания. А как вы отличаете, человек реально будет покупать или он просто на халяву хочет приехать? Ну, у нас уже большой опыт, Да? да, в работе с недвижимостью, с людьми, у меня вот, например, 17 лет. Ну, я думаю, что мы все взрослые люди, и, как говорится, обманывать нет смысла никакого. Мы общаемся предварительно с людьми, люди спрашивают, в каких районах есть недвижимость, говорят, на какой бюджет им подобрать. Ну, это очень легко определить, какой идет разговор, серьезный, несерьезный. Ну, все, слава богу, остаются довольны, они прилетают к нам, мы их расселяем вот в таких апартаментах, именно специально расселяем в апартаментах, а не в отелях, чтобы люди почувствовали, как пожить в Турции, именно в Алании, в квартире, а не в отеле. Понятно. Это немножко другая сторона. Ну, давайте я вам покажу, смотрите, вот такие апартаменты, значит, кухня, мы, как сказали, встроена, у нас всегда от застройщика есть. Также мы 5 единиц, это холодильник, посудомоечная машина, варочная поверхность, духовой шкаф, что у нас там еще, вытяжка, все это мы вам дарим, чтобы у вас была уже комплектованная кухня. И вам, в принципе, остается приобрести только диван и, грубо говоря, спальный гарнитур. Эти апартаменты 1+1. Да. Сколько квадратных метров? 67 метров. Давайте я вам покажу еще балкон. Очень интересно. Турки очень любят большие балконы. Да, я это Аккуратно. уже заметила. Кабель. Посмотрите на этот балкон. Квартира, кстати, видовая. Она прям с видом на море. И вот балкончик буквы Г, можно так сказать. И такой свежий бриз, ребята. Да, здесь это очень вот кайф. хорошо.
Это что же, это получается первая береговая линия? Да, это первая береговая линия, буквально 150 метров, и вы уже будете на море. Это именно комплекс очень удобно поставлен, построен так, что он недалеко от моря. Балкончики, смотрите, все вот такие большие, и на каждых турецких балкончиках есть вот такие вот кранчики, так сказать, которые вы можете набрать воду, чтобы ее не носить из квартиры, помыть балкон, или просто даже подключить шланг и помыть балкон, и здесь есть слив местный. Прекрасно. Свой слив на балконе. Прекрасно. Так что вот такой вот замечательный балкон у нас есть, да. Значит, как турки называют 1+1 квартиры, соответственно, это наша двухкомнатная квартира. Это называется у них салон, то есть это зал, соединенный вместе с кухней. Мне, кстати, очень нравится, когда объединено. Да, потому что просторно, дышится хорошо. И вот такая спальня, посмотрите. Мне кажется, эта квартира, она прям для русских. Да. Очень похожа на наши квартиры. Все такое уютное, все такое тепленькое. Такая она вся воздушная кроватка. Да, и вот такая спальня. Это квартира шоурум. В принципе, шоурум у нас, кстати, очень хорошо клиенты берут, так как они приезжают, у них немного времени побыть в Алании, и они нам говорят, например, я не хочу там заморачиваться, покупать мебель, посуду, картинки, телевизор, можно я заберу вот то, что я вижу? Мы говорим, да, пожалуйста, нет проблем никаких, там цена мы считаем просто за мебель, за шторы, за технику, ну там телевизор я имею в виду, и вы можете забрать эту квартиру в том состоянии, в котором она есть. Ребята, идите, посмотрите душевую комнату, здесь стиральная машина, хорошая сантехника, все работает. И мне нравятся отделочные материалы, они такие, знаешь, приятные, ненавязчивые. Мне кажется, они вот подходят подо всех. Это очень классно. Идем, это присядем, я хочу задать несколько вопросов. Пойдем. Итак, первый вопрос, сколько стоит эта квартира? Эта квартира стоит 1+1 64 тысячи евро. 64 тысячи евро. А сколько здесь будут стоить коммунальные услуги? Коммунальные услуги этой квартиры в среднем получается 6 тысяч рублей, я вам говорю на рубли, потому что у нас обычно русскоговорящие клиенты. 6 тысяч рублей в месяц – это коммунальные услуги, газ, свет, вода. Если вы не проживаете в этих апартаментах, вы уехали домой, все перекрывается, в общем, оплата идет по счетчикам. Понятно. А у вас в Турции есть такой закон, что для фарангов одна цена, для местных другая? Нет, единая цена, единый тариф, попользовались, все оплатили, нет каких проблем с этим нет. Я хочу, чтобы ты вкратце рассказала, как купить недвижимость в Турции, прям вот последовательность шагов. Первая последовательность, так сказать, это ваше желание, однозначно. Вы должны четко понимать, что вы приобретаете недвижимость в другой стране, и в такой стране, в которой очень легко живется, и очень легко реально приобрести недвижимость. Во-первых, это и цены, это легко и в оформлении все провести. Первое – ваше желание, второе – это финансы, и третье – ваш загранпаспорт. Четвертого здесь не дано. Понятно. Вот человек прилетает в Турцию, он приходит к вам в офис, говорит, какой у него бюджет. Вы определяетесь с районом, так я понимаю? Да, значит, к нам приходит клиент в офис, ну или мы его встречаем с аэропорта, ну это может быть наш клиент, который по акции прилетел. Мы приходим в офис, он говорит нам, какой бюджет, это обязательно мы должны знать, чтобы человека не загружать много недвижимости, не показывать и людям не морочить, как говорится, голову. Вот. Далее, мы обязательно первым, чем занимаемся, провозим людей по районам, ознакомливаем их с самим городом Алания. Алания такая большая оказалась. Да, потому что очень многие люди, они не понимают, что Алания это на самом деле большой город, это не Кемер. Я сейчас не хочу ничего плохого сказать про Кемер, но это реально очень большой город, и то есть здесь много людей живет, и еще больше туристов прибывает, наверное, чем живет. Соответственно, мы показываем город, мы показываем районы, мы вас ознакомим с медицинскими учреждениями, ознакомливаем вас с образовательными учреждениями, турецкий колорит показываем. Обязательно сходим в кафешку или там ресторанчик, покушаем, вы посмотрите, какое отношение сервис. Но я думаю, что это не секрет, что все знают в Турции, что отличный сервис и всегда все замечательно. Вот. И далее мы уже вас провозим, это может быть, я извиняюсь, не один день, уже по апартаментам. Ну, на следующий день, допустим, мы с вами можем поездить по апартаментам и ознакомиться. Да, вот. И вы уже посмотрите разные апартаменты на ваш бюджет, но будет он в разных районах, и у вас уже в голове будет какая-то картинка
выстраиваться, и вам будет доступно и понятно все. Понятно. Человек определился с квартирой. Дальше. Человек определился с квартирой. Следующим мы определяемся, каким образом он будет приобретать. Здесь на самом деле есть несколько видов приобретения недвижимости. То есть вы можете купить за наличный расчет, ну это стандартная процедура. То есть вы оплачиваете апартаменты застройщику, например, мы с вами сразу оформляем договор купли-продажи, и мы можем в этот же день вам выдать на руки ТАПУ. У нас такие были клиенты, которые говорят, нам завтра надо уезжать. ТАПУ это и есть свидетельство собственности. А так в течение 2-3 дней мы выдаем свидетельство собственности, и вы являетесь собственником недвижимости в Турции. Это раз. Второе, это самая наша фишка турецкая, так сказать, мы даем нашим клиентам рассрочку. То есть вы можете внести 35% наличным расчетом и 65% взять квартиру в рассрочку от застройщика. Это абсолютно без процентов, потихонечку, по кусочечку, так сказать, вы будете выплачивать. То есть обязательно в строительной компании говорите, мне удобно оплатить ежемесячно, мне удобно 1 раз в 3 месяца, 1 раз в полгода. Вам составляют график платежей, отдают вам ключи от апартаментов, ни копейки вы не переплатите, вы пользуетесь апартаментами, живете или и потихонечку сдаете. или сдаете, и потихонечку выплачиваете свои апартаменты. Это очень удобно. В течение какого времени рассрочка? Абсолютно разная рассрочка, все зависит от мощности строительной компании. Например, эти апартаменты, они стоят 64 тысячи евро, 6 месяцев, полгода вы можете получить рассрочку. Сейчас далее мы поедем на один комплекс, это комплекс один единственный в Алании, который дает рассрочку 3 года. 3 года. 3 За 3 года. года можно ее на аренде купить. Наскрести 35% задаток, потом 3 года сдавать, и у тебя квартира. Уже будет вам легче намного, конечно, уже часть денег перекроется, может быть, и арендой, да, часть у вас должен быть наличный расчет, и на 3 года берете рассрочку. Это очень удобно. Квартиру, которую ты покупаешь в Турции, она твоя на 100%, ее можно передавать по наследству? Да, конечно, вы также можете ее подарить, вы можете ее продать, вы можете передать по наследству, не можете передать, это по законодательству, что если, не дай бог, с человеком, собственником что-то случилось, она автоматически, здесь такие же юристы, Я здесь поняла. все в этом плане очень четко. Ваши родственники ее получат по наследству. Следующий вопрос, как перевести деньги на ваш счет? Вот если там комиссия, вот эти вот дела перевода денег. Значит, смотрите, во-первых, по законодательству вы можете наличный расчет 10 тысяч евро на одного человека перевести из России в Турцию, то есть это не проблем. Едет мама, папа, 2 детей, 40 тысяч евро вы можете буквально перевести сюда без всяких проблем, да. Поняла. Далее, значит, вы можете открыть свой счет в турецком банке и переводить денежки, например, из России там, или из другой страны, где вы находитесь, сюда на турецкий счет и, допустим, рассчитываться с застройщиком. Также оставляет счет строительная компания, свой расчетный счет, которым вы тоже можете из России пересылать деньги. Да, вы будете, конечно, какую-то некую комиссию терять, но это все в каждом банке, у каждого свои условия, да. Но у нас очень много клиентов на самом деле перевозят наличный расчет, и остатки уже перечисляют строительным компаниям на их счета. Понятно. Я еще хотела спросить вот по чесноку, какие у вас в Турции существуют подводные камни при покупке недвижимости? Что застройщик может утаить? И вот почему выгоднее, почему правильнее покупать со знающим человеком, с агентом, а не идти самому? Какие у вас есть вот подводные камни, нюансы, на чем человек может погореть? Я поняла вопрос, да, конечно, мы сейчас начнем себя хвалить, но это нормально, это наша работа. Что я хотела сказать? Вот смотрите, наша компания Summer Home, мы сотрудничаем с крупными застройщиками города Алания, это около 20-25 компаний, у нас контракты. Хочу вам, дорогие друзья, сказать, что в Алании у всех прайс один, единый. Многие люди думают, что когда они приедут в строительную компанию, например, для них предоставят другой прайс какой-то. Уважающие строительные компании делают одну единую цену для всех абсолютно. То есть это для имлаков, как здесь называется, это агентство недвижимости, это так и для менеджеров-одиночек, так сказать, это также и в строительной компании. Цена будет для всех одинаковая. Только единственное, что, например, агентство недвижимости может от себя какие-то бонусы давать. Ну вот, например, как у нас, 5 единиц техники, или, например, бесплатный перелет и, ну понятно, да, заезд и проживание. Далее, смотрите, мы не работаем, вы можете обжечься, будьте очень внимательны, мы не работаем с компаниями, мы так называемыми, которые построили дома-одиночки, я их так называю. То есть вот его никто на рынке недвижимости не знает, как застройщика, и вдруг раз там какой-то турок построил дом там 12-этажный,
одиночный, и начинает он себя по агентствам недвижимости, вот, я застройщик, пожалуйста, продавайте, я там 100% вам заплачу, все будет хорошо. Мы, конечно, либо проверяем очень тщательно информацию. Часто бывает такое, что люди покупаются на то, что процент 30-40% дешевле от стоимости всех аланийской недвижимости в этом доме будет дешевле. Я вам хочу открыто и честно сказать, если вы не пользуетесь услугами юристов, менеджеров, агентства недвижимости, обязательно попросите искан. Это технический паспорт. То есть дом может стоять вот в таком виде, весь озелененный, красивые подъезды, все наичистейшее, будут работать там горки, фонтаны и все остальное. Но когда вы его приобретете и даже вас пропустит регистрационная палата, вы можете не получить документы на коммуникации. То есть искан — это технический паспорт. Он очень важен для подключения коммуникации. Это электричество, это воды. Соответственно, вот ваша и скидка 30-40%. Застройщик был недобросовестный, не сдал определенные документы для определенной комиссии, и вы получаете вот такой неполноценный дом. Слава быстренько облетает буквально сразу, и уже вы перепродать эту квартиру вам будет очень сложно. То есть есть такие люди, которые, ну вот на ценник вот это попадаются. Это я не говорю, что если дешево, это там какие-то могут быть там проблемы, но обязательно просто перепроверьте. Понятно. И последний вопрос, что у вас здесь с недостроями? С недостроями тоже есть крупные компании, холдинги, вот с которыми мы работаем. Мы реально работаем только с холдингами, то есть это машины, как я тебе вчера, Свет, рассказывала, да. То есть, например, отец с сыном держат строительную компанию, у них свои магазины бриллиантов, у них свои отели, у них свои есть компании, которые... Это все в одной семье. Это салоны, там, Mercedes, Fiat, они являются директорами. Это холдинг, это такая некая структура, это машина, которая, естественно, дает и рассрочки на 2 года от себя, и все остальное прочее. Вот с такими компаниями не страшно работать. А те компании, которые пытаются себя в этом рынке проявить строительным, они строят, бывает, что либо денег не хватает, либо еще что-то. Стройки замораживаются, такое тоже бывает, но... Это все уже зависит от вашей, как сказать, юридической подготовленности, чтобы четко рассмотреть документы и вложиться в строящийся дом. Очень внимательно надо быть. Ну, то есть в этот момент с клиентом тоже учитываете? Конечно, да, мы как бы поддерживаем. У нас есть даже такой момент, что мы сопровождаем просто сделки, есть момент, что экспертизу проводим, то есть это не проблема. Юридический момент. Если вы у нас не приобрели недвижимость, ничего страшного нет, вы можете просто как русскоговорящий клиент к нам зайти в агентство и попросить провести экспертизу некой квартиры, апартаментов. Это есть такая услуга, вы можете к нам обращаться, нет проблем. Понятно, спасибо. Ты Здоровья. ответила на половину моих вопросов. У меня есть еще столько же, но чтобы не затягивать это видео, я предлагаю его сейчас здесь завершить. Хорошо. Иначе у вас в голове будет просто взрыв мозга. Да. Мы сегодня поедем смотреть еще одну квартиру, и там я хочу тебе задать еще вопросы по покупке квартиры в Алании. Если вы хотите купить квартиру в Алании, то контакты агентства по недвижимости Summer Home, где работает Карина, мы оставим внизу в описании под этим видео. Также выведем их, продублируем на экране. Узнавайте, заходите, смотрите, спрашивайте. Агенты подберут вам самое лучшее жилье по тому бюджету, которым вы располагаете. Я знаю, что ваша компания уже более 10 лет на рынке. Да. Вам можно доверять. Собственно, почему мы с вами и снимаем эти видео. Спасибо если большое. Выпуск вам понравился, если он оказался для вас полезным, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, задавайте внизу вопросы в комментариях. Карина, если у тебя будет свободное время, ответь, пожалуйста, на них. Не то, что ответь, я с удовольствием отвечу. И это наша работа, и мы ее будем выполнять на оценку 5. Я вам обещаю. Спасибо, потому что здесь вы получите квалифицированный ответ быстро. Увидимся в следующих выпусках. Мы вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.